Доброго дня, милые люди. У меня уже 74 подписчика. Я считаю, прям каждый мне очень дорог. Это, меня спросили, как я делаю закваску. А вот писать долго, поэтому решила снять. Я много смотрела закваски. Там, как, не для нас. Я себя считаю как лентяйкой на долгий процесс. И я сделала легче, я сделала облегченную форму. Во-первых, хочу показать муку. Вот это у нас первый сорт, высший сорт мука, высший сорт. А вот это второй сорт. Вот это второй сорт. Вот они чем отличаются? Вот, цветом, что ли. Я высший мало беру. Второй сорт у нас вот только появилась, где-то второй месяц. Ну, в продаже в маленьких упаковках. А так мешками большими есть, я мешков большой не беру. А до этого у меня была ржаная мука. Я просто заметила, на ржаной муке, или вот сейчас вот на втором сорте, закваска поднимается лучше, или она крепче, что ли. Закваску вот, я храню вот в такой баночке. Вот этой закваски 3 дня. Вот она в холодильнике стоит. Вот, но она, видите, все равно вот такая вот пузырчатая. Эти дни хлеб не пекла, сегодня буду печь. Обыкновенный вот запах такой, ну как дрожжевой запах опары. Теперь вот она, смотрите, вот такая. Вот она тянется вот так. Газы с нее выходят. Вот эта баночка, она считается 400-граммовая, что ли, не знаю я. Я больше половины забираю ее содержимого, оставляю вот это, вот оставляю вот эту сторону, как она идет у вас. А больше половины я забираю. Потом сюда добавляю, у меня вот такая десертная ложечка. Обыкновенная десертная ложечка. Добавляю муки. Мне не лень. Я одну белую добавляю, одну серую добавляю. И добавляю воду. 2 вот тоже ложечки. И вот замешиваю такую массу. Потом оставляю ее в комнате, ну, часа на 3. Вот просто в комнате стоит. А потом после этого в холодильник. И она в холодильнике стоит. Бывает так, что поднимется. Ну, до сюда поднимается, бывает. Бывает, так и стоит. Расстраиваться. Я вообще на это сначала первый раз, когда она так вот вся опала у меня, думаю, ой, что теперь выбросить? Нет, без проблем. А начинала я ее вот с такой баночки. Просто легче будет, когда баночка узкая. Вот это ставить. И желаю вам начать тоже так же. Ничего не бойтесь, все будет нормально. Я попробую вместе с вами сделать. И буду делать как бы заново закваску. И чтобы потом, если вдруг то, что я заново делаю, у меня не получится, ну это получится дней через неделю, я заново сниму и извинюсь перед вами. Берем вот такую баночку, лучше вот узкую баночку, ну чтобы она тогда просто лучше взять поуже баночку. Майонезную баночку можно взять, это самое. И вот первый раз кладем вот столечко муки и столечко воды. И размешиваем. И получилось вот так вот.
что-то непонятно что на донышке. И это дело... Ну, у меня вот такая тряпочка. Надо, чтобы в темноте было. В тряпочку эту заворачиваем. Это у меня байка от пеленки осталась. Это. Надо, чтобы и дышала, и чтобы темно ей было. Для мудрости. И просто оставляем на столе. Завтра в такое же время добавляем ложечку еще раз муки и ложечку воды. Все опять и перемешиваем. Ну и в конце недели у вас там соберется что-то. И вы увидите уже где-то на 3-й день, как она живет. И первый раз, когда печешь, ну она еще не кислая. Здравствуйте. Нормально. Когда с этой закваской в первый раз будешь печь, она первые 2 раза она не такая, как бы, не так работает, это самое. Это потом, после 1-2 раза, уже будет все подниматься. Обыкновенная, как дрожжи, мы насыпаем, делаем опару, но я поступаю еще проще. Сейчас я вам покажу, как я замешиваю тесто. Я себе, вот у меня уже норма, вот такая кружка у меня 120 грамм. В основном я делаю не на воде, но на воде же тоже хорошо делать. Я делаю, вот, мы варим бешбармак, и вот я бульон оставляю, жалко же, я делаю на нем. Вот столько бульона наливаю, ну сколько там и надо. И вот кладу эту закваску. Как я говорила, вот я беру больше половины. В этом бульоне что получается? Она как кашица. И мука, и вода. Ну. Вот видите, вот столечко осталось. Вот я больше половины взяла. Тесто нужно замешивать не как камень. И оно должно быть как бы немножко жидкое, что ли, прилипать к рукам. Потом перемешиваю тесто. Тесто, когда перемешиваю, я вот так вот руку отпускаю в воду и как бы с водой перемешиваю. Вот так вот. Собираю. На закваске тесто поднимается долго. Я же лентяйка. Я делаю на ночь. На ночь сделаю и убираю в холодильник. У меня поднимается в холодильнике оно. Нормально. Все. Сейчас накрою крышкой своей плотной. И вот так оно постоит. Оставляю прямо вот так вот просто в комнате. Теперь сюда добавлю муки. Ложку такую. Ложку такую. Воды. 2 ложечки. Я перемешиваю вилкой. Чем ложкой мне, ну, как бы подручнее вилкой. Вот такая намешалась она.
Вот сейчас я ее часа 2, она здесь постоит. Потом уберу в холодильник. Накрываю крышечкой. И все. Вот она сейчас, видите, никакая. Вот, без вот этого. Нету ни пузырьков, ничего. Где? Вот. Ни пузырьков, ничего нету. А вот увидим, какая она будет. А когда она постоит, вот я вам уже показывала, она вся с пузырьками. Пробуйте, это очень легко. Самое главное, вот этот хлеб вот на этой закваске, все равно вот этот, сейчас дрожжи же сухие, нехорошие. Черт его из чего делают. Непонятно, сейчас же все непонятно. Делайте закваску. Получится, это, я говорю, это закваска без заморочек. Попробуйте. У вас же всего за неделю уйдет только 7 ложек муки. Это не разотратно. Но эксперимент стоит того. Доброго дня вам всем. Удачи и любви.